Хорошо, можно себе представить, пожалуйста? Меня зовут Яна, мне 26 лет. Яна, можно чуть-чуть погромче? Меня зовут Яна, мне 26 лет, я жительница города Донецка. 3 месяца назад я уехала в Белоруссию, меня отправил муж, так как я была беременна. Я уехала туда рожать ребенка. Я там родила ребенка в Минске, прожила там 3 месяца у родственников у тети. И муж приехал нас забирать. Он на машине доехал до Харькова, оставил там машину и на поезде приехал за нами в Белоруссию. Мы пробыли там 2 дня. В посольстве Украины сделали документы на ребенка, и 12 числа мы выехали в Украину на поезде. 13 числа в 18:00 мы приехали в Украину, в Харьков. Остались там ночевать в гостинице, так как ребенок маленький, и ночью мы не стали ехать, так как военное положение. 14 ноября мы в 9 утра выехали с Харькова, подъехали к городу Изюм, въехали в этот город, и на первом блокпосту нас остановили военные украинской армии. Они у нас забрали документы, телефоны. У нас была машина загружена, коляска, манеж, но это все видно было, что ребеночек на машине на руках. Ребенок грудной, ему только 3 месяца. К мужу приставили мужчину в военной форме. Около часа нас продержали на блокпосту. Потом приехали 2 машины с РОВД Изюмского. Приехала опергруппа, майор милиции Светлана Сергеевна, фамилию я не помню. Замначальника райотдела Сергей Николаевич, фамилию я тоже не знаю. И сказали, что нам нужно проехать в РОВД для проверки документов. Это маленькие формальности. Они нас увезли, мы ехали на своей машине, а одна машина спереди была, другая сзади, милиции. Привезли нас в РОВД, мужа завели в кабинет наверх, а мне сказали посидеть. У меня на руках был ребеночек, он спал, а мне сказали посидеть в холле. Я посидела там 5 минут, потом пошла искать, где, в каком он кабинете. Я нашла его на 2-м этаже, его допрашивали сотрудники СБУ. Когда они выходили, я у них спросила, долго это будет продолжаться, так как ребенок маленький, ему нужно готовить смесь, а сама я без мужа это сделать не смогу. Они сказали, мы ничего не знаем, мы не можем вам ответить на этот вопрос. И ушли. Майор милиции Светлана, у которой в кабинете находился мой супруг, предложила мне пройти в кабинет, помочь приготовить ребенку покушать и так далее. Мы находились там до 18:00. Нам никто ничего не объяснял. Нам говорили, сейчас приеду, сейчас, подождите 1 минутку, мы здесь не имеем никакой власти, здесь все решает СБУ. Около 19:00 мой муж, к нему приставили, где-то часов 16:00 приставили 2 милиционеров охранять его. Около 19:00 они вышли курить в соседнюю комнату, и больше я супруга своего не видела. Он только открыл дверь, посмотрел на меня, и все. Эти милиционеры мне сказали, что зашли 2 в масках и забрали его. Я, так как с ребенком на руках и вещи, машина, я осталась ночевать в городе в Изюме, в гостинице. Родственникам позвонила, попросила, чтобы приехали, меня забрали, родственников мужа. 15 числа в 8 утра я приехала уже под РОВД, так как там находилась моя машина. Я ждала, думала, муж там, мы его заберем. В 8:40 приехали родители, отец мужа, его тетя и другие родственники. Вышел замначальника РОВД Сергей Николаевич и попросил папу. Они вышли спустя 15 минут, и пошла туда тетя и говорит, где Саша? Я слышала, что она начала плакать. Я туда пришла, говорю, где Саша? Он мне говорит, он больше не вернется. Он говорит, мы ничего не знаем. Я стала на колени перед ним с ребенком на руках. Я просила, отдайте мне его. Он сказал,
сказал, что они его убили. Сказал, мы ничего не знаем. Сказал, что около 22:00 в дежурную часть пришли двое в масках. Они принесли его под руки, притащили, и их сопровождал один из работников СБУ, который его допрашивал. Я не знаю, я спрашивала, как их зовут, фамилии, они мне ничего не сказали. Я их узнаю из тысячи. Они его затащили в райотдел. Там есть турникет, через который проходят. С левой стороны там находится постовой, который записывает, кто пришел, откуда. Они его перекинули через этот турникет и ушли. Постовой встал, они его оттолкнули, и все. Когда все с дежурной части подошли к нему, дали воды, но он был уже мертвый. Как потом мне рассказали милиционеры, что они посмотрели по видеокамерам своим, что видно, как в 11:00 мы приехали туда, как мы зашли туда. Также видно, что в 19:00 эти двое в масках его вывели живым, здоровым. И около 22:00 они его затащили и перекинули через турникет. Я звонила, милиция вызвала скорую помощь, но скорая помощь приехала и зафиксировала смерть, что он был уже мертв. Я звонила в скорую помощь. Они мне сказали, да, был такой вызов, но мы уже приехали, и он был не живой. Пока мы были в РОВД, они, ничего, они открещивались, они говорили, это не мы не имеем никакого отношения, у нас тут перевалочный пункт, у нас находятся здесь все, кому не лень. А когда мы хотели зайти туда с тетей, мне нужна была вода, чтобы помыть бутылочки, ребенку приготовить смесь. Так они на проходной они меня не пустили, они записали мою фамилию, они вызвали милиционера, чтобы он провел нас в туалет, чтобы взять там воды. А получается, эти люди, двое в масках, просто так зашли и все. Сразу после того, как мы уехали, они, сначала они мне сказали, что до 4 утра он находился в Изюме в морге, а в 4 часа утра его увезли в Харьков в судебно-медицинскую эту экспертизу или как, я не знаю, как называется. Потом, как мы уехали, сразу в интернете вышла статья, что странная смерть россиянина с донецкой пропиской. Мой муж, он сам родился в России, в Красноярске, но он переехал жить сюда маленьким и всю жизнь тут прожил. Они написали там, что двое неизвестных в масках подобрали на улице человека, которому нужна была помощь. Они его привели туда и попросили сотрудников районного отдела вызвать скорую и ушли. В итоге там написали, что он был наркоманом, что он привлекался за наркотики. Моему мужу было 36 лет. Он отслужил в армии, он служил в Днепропетровске, он служил в Харькове. Он получил... Он служил за украинские армии? Ты имел в виду? Он служил в армии, он служил в Украине. Это когда было, конечно, да, получается. Это было 15 лет назад. Он призвался, как все пошли в армию, он отслужил, отдал свой долг родине. А Яна, ты знаешь точно, как Саша погиб, как точно обстоятельства? У тебя есть такие информации? Они его просто забили до смерти. Когда приехали, они его пытали. Когда привезли сюда тело, там, у него даже пятки синие были, у него подошва синяя была. У него на руках от уколов, я не знаю, как, под ногти ему там загоняли, или уколы, или спицы какие-то, там дырки, там на каждой косточке дырка. Они его пытали так люди, когда была, наверное, война, так не пытали, как они его пытали. Мой муж был очень сильный, он спортсмен был, 15 лет. Каждый день с армии, когда пришел, по сей день он бегал на расстоянии 30 километров, он зимой купался в море. Я думаю, наркоманы этого бы не смогли сделать. Он был сильный, здоровый человек. У него родился сын, он сына понянчил только 4 дня. Теперь его уже нет. Как мне жить без него дальше? Как? За что? И никто ничего не говорит. Они в справке они написали, что он умер
от ушиба грудины, ну, что-то такое. Написали, что его привели без признаков насильственной, ну, без всяких там насилий, что... Ну, и все. Это известно точно, Яна, кто был твоего мужа? Да, это были сотрудники СБУ города Изюма, Харьковской области. Я смотрела везде, искала, я по фотографиям их знаю, но искала везде, где можно найти, ну, их фамилии, имена, ну, этой информации нигде нет, ни в интернете, нигде. Но я знаю, что их накажет Бог или на земле, или там, когда Он будет на небе. Я хочу, чтобы их нашли, чтобы они были наказаны. В интернете написано, что 4 сотрудников милиции отстранили отдел. Там написали, что выезжала группа на задержание, там другие фамилии женщины этой майора не написано, хотя она приезжала на выезд, так как она была дежурная в тот день. Они снимают с себя полностью всю ответственность. Они мне сначала сказали, я им говорю, покажите мне тело. Они говорят, у нас его нет. Я говорю, покажите видео. Они сказали, у нас его нет, оно в прокуратуре, мы сейчас покажем. Через час мы поехали в прокуратуру, а прокурор мне сказал, у нас нет этого видео, его изъяла областная прокуратура, оно в следственном отделе. А в РОВД сказали, что они алиби себе приготовили, что они сделали копию этого видео, и оно лежит там, где надо, что они сняли с себя полную ответственность, что они здесь ни при чем. Но я знаю, что там, они замешаны в этом, они все знают. Замначальника РОВД, этот Сергей Николаевич, он клялся мне, божился, но я не верю, он все знал, он ходил, он видел все, он знал, он с этими людьми с СБУ, он все знал. Это они его убили. Это они так сделали, я просто не понимаю, за что. А как ты чувствуешь себя сейчас, Яна? Как я могу себя чувствовать? Я осталась одна с 3-месячным ребенком на руках. Я мужа ждала. Я так его ждала, я жила ему. Я дышала только им. Он был у меня самый-самый лучший. Он так мечтал о сыне. Ему 36 лет. У него первый ребеночек. Мы хотели растить сына нашего мира. Сын похож на него, он копия папы. А как теперь я сама буду, как я ему объясню, кто его папу убил, что я ему скажу, за что это все, почему страдают мирные люди, почему это все так, почему это именно со мной случилось, а не с ними, не с кем-то. Я пожелала им всем, всем военным, всем этим милиционерам, чтобы их дети, их жены, их матеря не дождались, чтобы они не вернулись никогда, так как меня мужа не забрали. Они его пытали так, что когда посмотрели патологоанатомы, они сказали, что они первый раз в жизни такое видят. А что такое насильственная смерть, они еще никогда не видели. Никогда. Спасибо за время, Яна.